Моя любимая тема — одноэтажные дома, какие плюсы и минусы их строительства. И почему люди часто их недооценивают или переоценивают. Давайте об этом поговорим. Одноэтажный дом — это особый дом. И до сих пор многим людям кажется, что это какая-то экзотика. Хотя я считаю, что, ну, например, если взять там Канаду и Америку, то одноэтажные дома, они строятся там достаточно давно, очень популярны, людям они нравятся, и многие живут и не представляют жизни там в двух, а уж тем более там в трехэтажном доме. С другой стороны, если вспомнить наших предков, раньше в деревне тоже строили очень часто одноэтажные дома. Ну, максимум делали чердак холодный, да, где что-то там складывали, и там что-то находилось. Поэтому, возможно, это какой-то микс, и мы от чего-то отказались с одноэтажными домами, и к этому стоит вернуться. И давайте тогда поговорим о плюсах, наверное, начнем с этого, одноэтажного дома. Во-первых, ты не строишь лестницу. Лестница — это довольно трудозатратный процесс. То есть, во-первых, их делают из металла, бетона и редко из дерева. Ну, скажем, те люди, которые льют бетон, когда речь заходит о лестнице, инженерно и технически более сложная часть. Ее льют либо особая бригада, либо люди, которые в этом разбираются. Потом эта лестница требует облицовки. То, что в бетоне все-таки никто не оставляет. Это дерево, керамогранит, натуральный мрамор. Разные варианты возможны, но это тоже достаточно дорогостоящая работа. Сама лестница по себе, она еще и занимает пространство. То есть, рассчитывается это пространство очень просто. То есть мы берем высоту потолка, высоту первого этажа, и примерно делим эту высоту на количество ступеней. То есть обычно ступень, по которой комфортно подниматься, не очень такая высокая и не очень маленькая, неудобная. Это примерно около 14,5, 16, 16,5 сантиметров вот высота одной ступени. И, соответственно, поделив на количество ступеней, мы понимаем, сколько нам нужно этих ступеней. Нам нужно их правильно расположить. Как правило, лестница все-таки делается либо в два марша, и иногда используют еще забежные ступени. То есть это целая наука. Построить хорошую лестницу, по которой удобно подниматься, это реально целая наука. Забежные ступени, сразу же скажу, использовать не рекомендую. И вот все вот это вот в одноэтажном доме просто пропадает. Нет этой проблемы. Ты не думаешь, какие ступени тебе делать, сколько их должно быть. Если ты хочешь повыше поднять потолок, у тебя увеличивается количество ступеней. Ты не теряешь минимум 10-12 квадратных метров теплого пространства для лестницы. А я хотел бы подчеркнуть, что для двухэтажного дома ты теряешь это пространство дважды. Потому что у тебя проекция лестницы на первом этаже, ты ничего там, как правило, не располагаешь, кроме какого-нибудь там чулана. Но у тебя есть еще и второй этаж, и там тоже ты теряешь эти 10-12 квадратных метров пространства. Поэтому лестница в одноэтажном доме, сразу же мы про нее забываем, обо всех этих проблемах, связанных с этим. И отсюда вытекает второй плюс одноэтажного дома — потолки. Вот мы привыкли жить, что вот 3 метра — это, ну вот минимум, да, хороший потолок. На самом деле, когда-то в панельном домостроении использовалась высота, насколько я помню, там 2,40, 2,60, потом 2,80 стало казаться уже даже таким каким-то небольшой высотой и минимально возможной. Сейчас вот золотой стандарт, ну, меньше 3 метров в чистоте, от чистого пола до чистого потолка обычно никто не делает. И это продиктовано лестницей, и это продиктовано расходами на кладку стен, на отделку и так далее. Ну, то есть нет смысла. И еще и окнами, естественно. Что касается одноэтажного дома, здесь ты ограничен только своей фантазией. Делай, хочешь, 4,5 метра. Высокий потолок, конечно, дает совершенно другое мироощущение внутри. Но, опять же, как я уже говорил, это будет связано и с окнами, потому что нормально нарезать стеклопакет и сделать хорошие окна до 3 метров — это норм. Все, что выше 3 метров, это будет стоить дороже, и, соответственно, появляются, ну, такие как перемычки на окнах, импосты, которые разрезают стеклопакет. Или мы уходим в большие стеклопакеты до 4-5 метров высотой, но это совершенно другая ценовая категория, и это уже совершенно не про экономию или про взвешенные затраты на дом. И это, наверное, самый часто поднимаемый вопрос во всех домах. Еще большой плюс для одноэтажного дома, вот когда ты не поднимаешься наверх эргономически и физиологически, все находится в одном уровне. Тебе просто не надо бегать между этажами. На мой взгляд, это очень удобно, и у тебя появляется возможность сделать зонирование не по этажам, а, можно сказать,
правая, левая сторона дома. Иногда одноэтажные дома делают буквой «Г», буквой «П», и в разных крыльях этого дома располагают разные по функционалу помещения. Тут масса возможностей, и архитекторы в целом позволяют, у них уже достаточно набита рука, выбрать тот формат зонирования для одноэтажного дома. Он отличается от двухэтажного, который поможет, наверное, как-то более комфортно существовать. Вот я строил одноэтажный дом и сделал таким образом. Кухня, столовая, гостиная, все шумные зоны, постирочная, вход в дом я разместил в одной части дома. И фактически буквально после гостиной разделил дом на вторую часть, назовем это там спальную часть дома, да. То есть все спальни, кабинет и хозяйская зона находились, соответственно, в другой части дома. А буфером между двумя зонами стали две гардеробных. Одна при хозяйской спальне, а другая при входе в дом. То есть они являлись таким естественным отсечением шума для спальной зоны дома. Единственное, почему я скучаю по жизни в квартирах, вот там тоже не надо было никуда бегать между этажами. Ты приехал один раз на лифте, и у тебя все в одном уровне. Естественно, в больших площадях квартир решается пентхаусами, тут снова появляются как бы этажи, потолки и все остальное. Но если квартира там около 120, 150, возможно, 200 квадратных метров, это, конечно, преимущество квартиры перед большим-большим загородным домом. И, наверное, еще один важный момент, который вот у меня, например, возник в одноэтажном доме. Делаешь крышу, и крыша является одновременно потолком. То есть ты можешь сделать теплую крышу и в нее прям вставить классные, красивые мансардные окна. То есть получается, что у тебя не просто высокая только стена, но еще и высоту крыши ты используешь и отдаешь ее внутрь дома. В конечном итоге я все-таки выбрал плоскую такую, как бы плоский потолок и отказался от мансардных окон по одной простой причине. К сожалению, какие бы они классные не были, даже где-то, когда ты подогрев делаешь мансардных окон, все равно они иногда протекают, возникают там разного рода ледяные замки. И исходя из этого, мной плюс моим архитектором и инженером было принято совместное решение отказаться от мансардных окон, соответственно, утеплить крышу по потолку и, соответственно, не использовать это пространство. Там остался холодный чердак. Но многие люди, я знаю, любят мансардные красивые окна, через которые ты фактически смотришь прямо в небо, да. И, честно говоря, это производит впечатление, когда ты находишься в доме с высоким потолком, и у тебя красивые большие окна не только в пол, в стенах, но еще и в крыше. Теперь поговорим о минусах одноэтажного дома. Первое, вот когда я продавал свой одноэтажный дом в 2020 году, вроде людям все нравится, но они морально или в силу каких-то стереотипов многие не были готовы к одноэтажному дому. Самое плохое, что когда у тебя вокруг дома все двухэтажные, то одноэтажный дом, какой бы высокий потолок, а у меня был потолок там порядка 4 метров, ты не делал, он все равно, естественно, ниже, почти там в 2 раза или там в 1,5 раза, чем соседние дома. За счет этого он как бы классный, очень функциональный внутри, но когда ты снаружи к нему подъезжаешь, для многих людей одноэтажный дом — это такой, знаешь, как бы недодом. Он как бы немножко теряет за счет своего невысокого роста презентабельность. То есть, да, людям все нравится, но вот что-то их заставляет, наверное, там не сразу же покупать одноэтажный дом. И было много людей, кто посмотрели дом, и вот я видел в глазах, что вот это им не нравится. Вот эта вот высота, некая, ну, назовем это, непрезентабельность. Популяризация одноэтажных домов, она, конечно же, происходит, то есть меняется отношение людей к одноэтажным домам, но все-таки это происходит не так прям вот быстро. Но одно могу сказать точно. Для пожилой пары с одним ребенком или вообще уже без детей, с выросшими детьми, но мне кажется, нет лучше дома, чем одноэтажный дом. Для людей 55 плюс, но мне кажется, одноэтажный дом — это просто единственное решение, кроме лифта. То есть вот в двухэтажном доме лифт, вопросов нет. Можно поставить лифт, и он в целом как бы решает процесс перемещения между этажами. Но лифт — это дорого. Лифт — это реально дорого. Это около там 5 миллионов рублей. Ну как? Я не знаю, там
наверное, может быть и не очень дорого. Но 5 миллионов рублей – это тоже деньги. А теперь давайте поговорим об экономическом смысле, да, вот, и о затратах вообще-то на одноэтажный дом. Вот хочу просто объяснить очень на пальцах, да. Мы с вами строим дом 300 квадратных метров в одном этаже. Во-первых, он съест все 300 метров, а это, между прочим, 3 сотки земли. То есть вот, например, дом 300 метров, ну, например, на участке 10 соток будет уже таким достаточно громоздким. То есть он сожрет там 30%. А сейчас активно происходит регламентация процессов застройки участков. Во-первых, нельзя, например, участки делать меньше 6 соток. Во-вторых, на участке нельзя застраивать, по-моему, больше 24%. Это меняется в зависимости от района Московской области и в России где-то свои параметры и нормы. Но это точно будет регулироваться. То есть, чтобы не было такого, что дом полностью застраивает весь участок. То есть, на 6 сотках невозможно построить дом 300 метров. И, наверное, даже на 10 сотках тоже невозможно построить дом 300 метров. Допустим, у нас есть участок 15 соток, и мы строим дом 300 метров. Нормальный размер, нормальный участок, все соответствует. Если мы строим в 2 этажа, то у нас в среднем, понятно, что первый этаж за счет там, гаража, крыльца, террасы обычно получается чуть больше. Но давайте возьмем для удобства расчетов, просто разделим пополам. То есть, если мы строим 300 метров в 2 этажах, то мы с вами строим один этаж 150 метров, и, соответственно, нам с вами нужно 150 метров фундамента и 150 метров крыши. А как вы знаете, ну, стены стоят недорого с окнами. То есть самую основную, ну так примерно в процентах, я думаю, около 30% стоимости коробки дома составляет фундамент и крыша, наверное, процентов 25-30. То есть остальное это там стены и стекла, окна. Понятное дело, что у нас есть еще внешняя облицовка, и она тоже стоит денег, естественно. Но вот в затратах на коробку основные это фундамент и крыша. Итак, для дома двухэтажного мы строим 150 метров крыши и 150 метров фундамента. А если мы строим с вами дом 300 метров, то это 300 метров, в 2 раза больше фундамента и 300 метров крыши. То есть отсюда следует, что, условно говоря, 60% стоимости коробки вырастают у нас в цене в 2 раза. Исходя из этого, любой одноэтажный дом будет, если он по площади точно такой же, будет всегда стоить дороже, чем коробка такого же двухэтажного дома. И это нужно обязательно закладывать, потому что вы должны понимать, что стоимость строительства одноэтажного дома просто будет выше. Безусловно, это минус. Одноэтажный дом подразумевает большую площадь по посадке, и, соответственно, накладывает отпечаток на то, на каком участке он строится. То есть я, как уже сказал, на участке меньше 10-12 соток построить одноэтажный дом, ну, либо он должен быть очень маленький по размеру, либо этого не нужно делать. То есть если вы, простыми словами, ограничены в размере земли, и при этом хотите посадить достаточно объемный дом, то вы вынуждены будете делать двухэтажный дом. Мы сегодня обсуждали дома 150-300 метров в сравнении, а представьте, если мы хотим построить дом 500 квадратных метров, и у нас всего 15 соток земли. Это просто весь дом съест большую часть участка, то есть это невозможно сделать. В моем понимании одноэтажный дом очень классно смотрится в поселке одноэтажных домов. Вот я нашел, мне кажется, ключевую формулу успеха, чтобы людям было комфортно, они должны встречаться со своими единомышленниками. То есть все, кто хотят иметь одноэтажные дома, они должны собираться в поселках с одноэтажными домами. Это, конечно, шутка, но тем не менее в ней есть рациональное зерно, потому что, как я уже сказал, одноэтажные дома на фоне других собратьев одноэтажных домов будут смотреться значительно лучше, чем на фоне двухэтажных домов. И я думаю, что бунгало, а именно так называются за границей одноэтажные дома, это очень востребованный дом, просто наше общество, оно потихоньку меняется, меняются тенденции в архитектуре и предпочтения. Мы идем в этом направлении, но опять же я не скажу, что все начнут завтра строить одноэтажные дома. Я думаю, что как и в любом домостроении, как вот мы про деревянные дома говорили, одноэтажные дома просто набирают свою популярность и завоюют свою определенную долю клиентского спроса. Вот мое мнение. Впереди много интересных тем. Подписывайтесь на канал и смотрите новые видео.